Неважно, сколько вам лет, 18, 30, либо 40. Если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны изменить ее сейчас. Мне на данный момент 32 года, но при этом я захотел подготовиться к соревнованиям, и я подготовился и начал выступать. Всем привет, я Эдуард Белоножко, мы на канале Мышцы РФ, и это моя мотивация. На сегодняшней тренировке я буду использовать пульсометр Mio Fuse, так что посмотрю, как он себя покажет в течение тренировки. В спорте я с детства и всегда чем-нибудь занимался. То есть начинал с тэквондо и рукопашным боем, также занимался спортивной гимнастикой, где я получил звание КМС. Но так как были травмы, я закончил с этим видом спорта. В Men's Physique я пришел достаточно случайно, я сидел в офисе и смотрел YouTube. И смотрел выступления как раз в категории Men's Physique. И мне в голову пришло то, что я могу выступить лучше, чем те, кто вышел тогда на сцену. В принципе, так я и попал в этот спорт. Категория Men's Physique мне нравится тем, что здесь не нужны очень большие объемы, а важно и качество, и пропорции, и ты можешь действительно выглядеть гармонично. Поэтому начал подготовку с осени и весной уже выступил на первом своем турнире. Это был Alex Fitness, Men's Physique и Bikini Stars, где я стал абсолютным чемпионом. Помимо категории Men's Physique, в которой я выступаю, я также увлекаюсь и велоспортом, и сноубордом, и катаюсь на лонгборде. Поэтому, в принципе, это мне не мешает заниматься теми вещами, которые мне нравятся, и при этом еще и выступать на соревнованиях. Поэтому, если вы сейчас думаете, готовиться к соревнованиям или нет, и у вас это только в голове, делайте первый шаг, решайтесь и выступайте, и вы об этом не пожалеете. Друзья, что я вам хочу рассказать по поводу своего недельного сплита. Прежде всего, он у меня начинается со спины, так как это у меня отстающая группа. В понедельник я ставлю спину и задний пучок дельт. Во вторник я качаю грудь и средний и передний пучок дельт. В среду у меня идут ноги. Когда я качаю ноги, у меня первая мышечная группа идут икроножные, а потом уже квадрицепс и бицепс бедра. В четверг у меня также идет спина, но уже не ширина, а толщина. И в пятницу у меня идут плечи, трицепс и немного бицепс, если я, конечно, захочу. То есть руки я не качаю уже достаточно давно, потому что, в принципе, той массы, которая у меня сейчас есть, мне ее хватает. Суббота-воскресенье я чаще всего либо отдыхаю, либо занимаюсь позированием, что, в принципе, в категории Men's Physique очень важно. Поэтому в данный момент мой сплит состоит именно так. Вы же можете сделать сплит абсолютно по-другому, в зависимости от того, какие мышечные группы у вас либо доминируют, либо отстают. Также, я считаю, можно качать отстающую группу мышц 2 раза в неделю. Если икроножные, то 3 раза в неделю. Все зависит от того, насколько вы соблюдаете режим. Если вы не можете соблюдать режим, не стоит заниматься очень часто, иначе вы не будете просто успевать восстанавливаться. Поэтому подбирайте тренировки так, чтобы вы могли и высыпаться, и соблюдать режим питания. Тогда у вас будет действительно идти прогресс. Также я хочу вам рассказать про ошибки, которые допускают как и новички, так и более профессиональные атлеты, которые занимаются уже давно. Я просто вспоминаю тот момент, когда я пришел в зал, и я, как и многие парни, хотели накачать именно бицепс и пресс. В принципе, мне это удалось, но в категории Men's Physique важны не только бицепс и пресс, а важны пропорции. Не используйте стандартные шаблоны и стандартные тренировки. Если вы будете использовать их, то у вас получится именно стандартный шаблонный результат. У каждого из нас абсолютно разное телосложение, разное крепление мышц, и используя одни и те же упражнения, мы все получаем абсолютно разный результат. Мне достаточно много времени потребовалось для того, чтобы изучить свое тело и то, как оно откликается на нагрузку, на какие-то разные упражнения. Очень часто мне пишут парни, которые говорят: сбрось свой тренировочный сплит, мы будем заниматься по нему и получим то же самое, что у тебя. Но на самом деле это бред, вы сами должны это понимать. Все то же самое, как питание, тренировки, даже угол наклона в каком-либо упражнении должен подбираться индивидуально. И только тогда вы получите действительно тот результат, который у вас в голове.
Знаете, мне нравится одно высказывание. Если вы считаете, что вы правильно питаетесь и правильно тренируетесь, но у вас ничего не получается, значит, вам только кажется, что вы правильно питаетесь и правильно тренируетесь. Чаще всего люди пишут мне по поводу питания. То есть я хочу набрать, но при этом люди абсолютно исключают углеводы. Либо едят там большие порции. То есть ошибки питания чаще всего заключаются в том, что люди едят там 2-3 раза в день, но при этом хотят набрать. Либо полностью заменить простую еду спортпитом. Да, чтобы вы понимали, для меня спортпит – это возможность, скажем так, сократить определенное количество приемов пищи, когда у вас не получается, в принципе, просто поесть. Да, когда вы едете в машине куда-нибудь по делам и не взяли с собой макароны с мясом, да, и вы можете выпить гейнер, либо протеин, чтобы, в принципе, принять приемы пищи. Основными принципами, да, в массонаборе это все-таки заключается большое количество приемов пищи в день. Как минимум хотя бы 5-6 раз в день вы должны есть и дробить, да, еду. То есть, если вы собираетесь съесть за раз порядка там 700 грамм еды, то есть, для примера, 400 грамм макарон, либо там гречки и 300 грамм мяса, поверьте, кроме того, что вы растянете себе желудок, никакой пользы не будет, оно просто столько не усвоится. Старайтесь брать с собой еду, то есть любой фастфуд, он вам не поможет именно в чистом массонаборе. Когда я готовился на весну и набирал массу, я не следил за диетой и ел, в принципе, все, что хотел. Вплоть до того, что там, я не знаю, торт на ночь с молоком. Вот, и набрал, естественно, нечистую мышечную массу. И мне потом очень долго пришлось сушиться, вот, что негативно сказывается на мышцах. Вы должны понимать, что чем дольше сушка, тем больше травмируются мышцы. Поэтому, когда я сейчас готовился к осеннему сезону, я держал диету практически все время на массе. И мне это очень помогло. Чаще всего у меня порядка 5-6 приемов пищи в день. Первый прием пищи, ну то есть я когда просыпаюсь, это получается порядка там 9 утра. Сначала я выпиваю БЦА, потом идет первый прием пищи. Это завтрак. Соответственно, у меня идет порядка 8 яичных белков, вот, и каша. Каша абсолютно разная. То есть, какая вам больше нравится, в принципе, такую можете использовать. Потом идет 3 основных приема пищи. Чаще всего это идет либо курятина, либо индюшка. Можно говядину, в принципе, нежирную использовать с какими-нибудь гарнирами. Чаще всего это либо гречка, либо рис. Потом у меня идет по плану тренировка. В течение тренировки я перед тренировкой пью БЦА и после тренировки выпиваю чаще всего протеин. Ну, либо гейнер, в зависимости от того, насколько мне хватает, либо не хватает калорий. Да? И после тренировки уже вечером я съедаю чаще всего 2% творог и заливаю его йогуртом, тоже относительно обезжиренным, что дает мне порядка 40 грамм белка. Меня часто спрашивают, что меня мотивирует. Меня мотивирует то, что я люблю быть первым и добиваться того, действительно, чего я хочу. Причем, знаете, я считаю, что людей должно мотивировать не только победа, но и поражение. Поэтому, для примера, если я занял не первое место, меня это мотивирует еще больше. Это мотивирует на то, чтобы прилагать еще больше усилий, еще больше стараний, чтобы доказать себе и другим, что ты можешь действительно стать лучшим. Также я хочу сказать всем, неважно, сколько вам лет, 18, 30, либо 40. Если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны изменить ее сейчас. Мне на данный момент 32 года, но при этом я захотел подготовиться к соревнованиям, и я подготовился и начал выступать. Я работаю достаточно давно в сфере недвижимости, но просто захотел перейти в сферу спорта, которая мне очень нравится. Я начинал заниматься в зале, в котором, в принципе, кроме гантели и штанги, больше ничего не было. Поэтому я от многих слышу часто высказывания, что для спорта нужны деньги. Я не отрицаю, что они нужны, но начать заниматься можно, в принципе, на улице, на турнике и брусьях. Поэтому все зависит от желания, насколько вы хотите чего-либо добиться. И я считаю, самое важное в спорте – это то, что он вас учит дисциплине. А если вы научитесь дисциплине, вы сможете добиться больших результатов не только в спорте, но и в жизни. Поэтому начинайте с того, что у вас есть сейчас. Неважно, есть у вас деньги, нет у вас денег. Как минимум, у вас есть простая еда, и денег на куриную грудку и макароны у вас есть. Идите сейчас, начинайте заниматься с сегодняшнего дня, и тогда у вас только все получится. Не думайте то, что если вы начнете завтра, у вас что-то будет лучше. Завтра оно не наступит никогда. Вы можете завтра, послезавтра, и это будет через год. Потому что ситуация никогда не меняется, и послезавтра вы не станете миллионером. Только если вы будете трудиться каждый день и вкладывать в себя действительно силы, вы чего-то добьетесь. Просто так никому ничего не дается. И мне нравится высказывание Арнольда Шварценеггера «через спорт к успеху». Я считаю оно верным, и спорт помогает каждому человеку, если он действительно им занимается от души.
После использования пульсометра MioFuse у меня остались только положительные впечатления. Как минимум, потому что они очень хорошо сидят на руке и, я считаю, показывают действительно актуальный пульс в течение тренировки. Всем пока, подписывайтесь на канал Мышцы РФ, ставьте лайки. С вами был сегодня Эдуард Белоножко. Приведу пример. Один мой знакомый тренер тренировал девушку, которая довольно-таки полненькая. Ей нужно было сбросить вес, соответственно. И он ей говорит: иди на дорожку, поставь там 15 градусов. Володя, хочется сразу тебя спросить о важности тренировки спины. Мышцы спины очень важны, да, потому что это вторая по размерам мышечная группа, и не стоит ее забывать тренировать. Зачастую новички забывают ее тренировать по причине, что ее не видно.